Ввиду специфики своей деятельности, я очень много общаюсь с людьми. Вживую. Работяги, бизнесмены, полицейские, случайные прохожие, люди в кафе. И знаете что? Я в реальной жизни не встречаю идиотов. Причем вообще. Все люди, которых я встречаю в жизни, абсолютно адекватные. Мы общаемся, решаем деловые вопросы, смеемся, философствуем, иногда спорим, понимаем друг друга. И в их глазах, когда я с ними общаюсь, я всегда вижу интерес. Вижу интерес и ум. Никто и строит себя великого, какого-нибудь гуру или гения, не орет, не оскорбляет. Все общаются абсолютно по-человечески, адекватно. Но как только я захожу в интернет, тут все меняется. Я будто проваливаюсь в какую-то параллельную реальность, в какую-то параллельную вселенную. Комментаторы срываются на вечный собачий лай, угрожают, учат жизни, путаются в падежах, раздают советы. Эго на показ, самомнение выше крыши, а внутри ничего. Пустота. Я смотрю на все на это, читаю и иногда задаю себе вопросы. А где, собственно говоря, у всех этих людей сознание? Где ум, где ихняя разумность? И почему в реальности я их не вижу? А ответ, с одной стороны, вроде очень простой, а с другой, как-то не очень. У всех этих людей нет никакого внутреннего стержня. Нет ощущения «я есть», «я существую». Загляни внутрь такого крикуна, и ты там не обнаружишь ничего, кроме пустоты. Они не отвечают абсолютно ни за что. Ни за то, что говорят, ни за то, что делают, ни за то, кого из себя представляют. Мне говорят «я царь». А я говорю, ладно, хорошо. А где, собственно говоря, вас короновали? Мне говорят, я гений, я ясновидящий. Я говорю, отлично. А как меня зовут? Сколько мне лет? И все. И вот тут начинаются сразу же лететь сопли и слюни. А самое смешное, что все эти люди просто не знают или не понимают, кто они такие. Кто они такие вообще есть. И от своего собственного страха придумывают себе какие-то роли. Великого эксперта, грозного воина, непризнанного гения. И знаете, это на самом деле никакая не злоба, не агрессия, а это просто крик. Крик человеческой души о помощи. Просто крик этот, он какой-то тупой, потому что направлен он не внутрь самого себя, а он направлен наружу. И человек кричит о своих собственных страхах, о своей собственной боли, а его все равно никто не слышит. Знаете, честно, я не испытываю ко всем этим людям никакой жалости. Я не испытываю к ним никакого раздражения. Да и я сам всегда их провоцирую на различные сопли, а потом смеюсь. Искренним, настоящим смехом. Но если меня спросить, зачем я это делаю, а я отвечу, что я не знаю, то я совру. Потому что та многотысячная армия людей, которые меня окружают в реальности, называют меня сенсей. И учить людей – это мое предназначение. Как-то так. Так что, дорогой мой зритель, замри. Замри прямо сейчас. Почувствуй свое собственное дыхание в груди. Неважно, кто ты. Неважно, какой ты, великий или никчемный, просто почувствуй свое дыхание. Ты вообще осознаешь, что ты есть?
ты существуешь. Ты осознаешь, что ты существуешь в этой реальности. И абсолютно неважно, как тебя зовут, неважно, какой у тебя социальный статус, ум, сила, неважно абсолютно все. Важно только одно. Важно, что ты есть. Ты существуешь. И все. И это единственная правда, в которой никто не может усомниться. А теперь, мой дорогой зритель, почувствуй свое собственное тело. Почувствуй всей своей кожей, как она строит какую-то там границу. Границу твоего собственного восприятия между тобой и той реальностью, которая тебя окружает. В которой ты находишься. А теперь закрой свои глаза и начни расширяться. Комната, квартира, город, планета, галактика, вселенная, вечность, бесконечность. А дальше? А дальше не останется абсолютно ничего, кроме безостановочного чувства движения. Движения в никуда. А теперь вернись к своим границам. Загляни внутрь самого себя и начни сжиматься. Начни сжиматься до клетки, молекулы, атома, электрона, протона, нейтрона, до бозона Хиггса. А дальше? А дальше ничего не останется. Ничего не останется, кроме чувства бесконечно вечного движения в никуда. А теперь произнеси: «Я есть. Я существую. Я существую как бесконечно вечное движение в никуда». И это и есть единственная правда, которую можно сказать про каждого. Абсолютно каждый человек на планете Земля – это не кто-то и не как-то, а это бесконечно вечное движение. Движение к чему угодно. К никчемности, к величию, к процветанию, к благополучию, к страданию, к смерти, к гениальности, к Богу. И когда ты знаешь все это, тебе больше не нужно ничего строить из себя. Причем вообще. Тебе не нужно орать, не нужно никого оскорблять, не нужно ничего доказывать, кого-то унижать. Потому что ты просто есть. Ты есть, как бесконечно вечное движение. Движение к чему угодно. Спокойное, гармоничное, твердое. Это и есть настоящий ум. Настоящая сила абсолютно любого человека. А те люди, которые что-то там из себя строят, просто этого не знают. Вот и бесятся. Вот и мечут пустоту в комментариях, потому что внутри пусто. И они просто не понимают, кто они есть на самом деле. Так что, дорогие мои зрители, когда в следующий раз вы увидите очередного диванного гения, не злитесь, смейтесь. Это просто крик души. Улыбнитесь и вспомните, что вы – это свет. Что они – это тоже этот же самый свет. Просто забыли. Забыли, кто они такие. И все. И, к слову говоря, все, кто там внимательно сейчас меня слушал, хочу вас немного предупредить. Если вы испугаетесь, то придется начинать сначала. Как говорится, бесконечное движение. К чему угодно начинается со слова «Я есть».